Это видео я хотела показать для того, чтобы в случае чего вы не выбрасывали загнивающие черенки, а попытались их спасти. Все-таки сорта красивые, вот те, которые размножаются вегетативным способом, они такие капризные и очень медленно наращивают вот эту зеленую массу, чтобы можно было много начеренковать. Поэтому каждый черенок на вес золота, поэтому за него стоит бороться. Сегодня третий день с того момента, как я поставила укореняться свои черенки в торфе. И вижу, что уже первый пошел, сгнил. Все, отпал просто. Прямо на уровне вот с грунтом. Хотя я сверху присыпала кокосовым субстратом, сухим-сухим, чтобы на границе воздуха и грунта не развивались никакие патогенные микробы. Ну, не помогает. Выбрасываем. Вижу, что чувствуют они себя ужасно. Побледнели, какие-то стали сухими. Видно, что влага их покидает. Хотя очень хорошо, в принципе, увлажнен грунт. Вот специально вытащила из торфа, промыла его хорошо. И смотрите, что уже внутри. Уже внутри пусто. И уже смотрите, как он сгнил. Это 3 дня прошло. Еще один достала. Та же история. Уже вот черный начинает хорошо себе так гнить. Еще один красавец. Я так поняла, что все они в таком состоянии. Какие-то, наверное, можно будет спасти, а какие-то уже нет. Вот еще случайно заметила. Тоже уже листочек отгнил. Вот, пожалуйста. Нету ничего. 3 дня. 3 дня. Итак, попыталась я реанимировать свои черенки. Первым делом я отрезала вот это сгнившее до живой части. Вот, чтобы получилось чистенько и красиво. Значит, обрезала я их до здоровой ткани и сразу же поместила их в воду. Сегодня уже почти 2 суток, как они стоят в воде. Я оставлю только те черенки, которые действительно имеют такой хороший упругий листочек. Потому что если листочка не будет, то никакого укоренения, естественно, ждать не приходится. Хуже всего, я смотрю, отходят черенки, которые взяты со средины стебля. Почему, я думаю, что произошла вот такая вот неприятность с черенками? Что делала я не так, как всегда? Во-первых, я, когда обрезаю черенки, я просто даю им слегка-слегка подсохнуть, буквально минут 20, не больше. А иногда и не даю вообще подсыхать. Плюс ставлю их в воду. В этот раз я почему-то решила проэкспериментировать и присыпать срезы черенков корицей. Теперь, я думаю, может быть, попав в грунт, эта корица стимулировала как-то гниение. Второй момент, из-за чего они начали так быстро гнить, это то, что все-таки на лоджии температура ночью может и там до 12 опускаться. И грунт, вот охладившись за ночь, за день не успевал опять прогреться. И потом опять холодная ночь. То есть получается влага плюс холодная температура, плюс то, что грунт держит эту температуру стабильно, холодную, плюс вот эта дурацкая корица, и, наверное, сыграли вот злую шутку со мной и с моими черенками. И так прошло уже 5 дней с того момента, как я обнаружила, что у меня гниют черенки, и я их поставила в воду для того, чтобы они пришли в себя, напитались, потому что листочки у них все были мягкие, такие поникшие. Значит, сейчас хочу посмотреть, идет ли дальше гниль или нет. Тут, конечно, идет гниль. Вот, это сгнил. Так, этот, ну, плюс-минус. Этот хорош. Держится, листочки у него тугие. Ладно, есть еще шанс. Так, этот тоже слегка-слегка подгнивает, но пока держится, но вряд ли. Вот он черный. Надо опять подрезать, подсушить. Еще есть тут возможность его подрезать.
попробую подрезать, подсушить. Так, тут вот один выпад. Давайте следующую бутылку. Так. О, тут у нас даже корешки. Посмотрите, какие. Вот, пожалуйста. Если здоровый, нормальный черенок, то вот получается на где-то 7-й, 8-й день уже 100% должны быть корешки. Так, тут, а тут отличный. Тут даже листочек начал расти. На следующий. Тут отличный. Корней нет, конечно, но и они чувствуют себя нормально. Тут, о, красавчик. Вот, пожалуйста. Выбрасываем. Не спасся. Но эти 3-4 чувствуют себя хорошо. Так. Дальше. Тут совсем все плохо. Тут сгнило. Листочки прям подпадали. Вот совсем сгнил. Здесь, интересно, стебель нормальный, а листочек сгнил. Но я его не выброшу. Кто знает. Кто знает. Листочки хорошие. Следующий. Так. Сгнил. Выбрасываем. Хорошенький. Хорошенький. Ой, сгнил. А тут тоже какой-то сгнивший совсем в хлам. А эти два неплохие. И остался у нас тут вот такой пучочек. Ну, он еще нормальный более-менее. Ну, у меня к нему пока претензий нет. И листочки тоже зелененькие и тугие. Так, скажу, что одна баночка у меня сгнила просто вся. Я туда взяла и добавила мох. Почему-то решила, что так как он имеет бактерицидные какие-то свойства, то я такой как бы в баночке развела такой кисель. Как бы с этим мхом. Думала, как раз и влага будет, и он будет дезинфицировать корешки, которые будут появляться, и не будет давать гнить черенку. Но не тут-то было. Сгнили просто все вот в ноль. В ноль. Просто в ноль. Нечего даже там показывать. Я их в руки взяла, они все рассыпались. Так, вот еще... Так, бросила от жадности в воду вот такие средние части стебля. И вы знаете, ничего. Сгнили тут, конечно, пару штук. Вот ничего, хороший. Так, вот сгнивший есть такой какой-то. Значит, что сейчас я хочу сделать, и посмотрим дальше, что с ними будет. Значит, черенок, который уже отрастил корни, естественно, пойдет у меня в грунт сейчас, в торф. А часть черенков я опять верну назад в воду. А часть я хочу все-таки поставить, укореняться в мхе с фагнуме. Так уже рекламируют, так хорошо он прям укореняет все черенки. И хочу лично проверить, действительно ли это так. Все, товарищ у меня будет сидеть, будем за ним наблюдать, приживется, не приживется. Торф сухой, сейчас его только пролью после того, как он у меня усядется, как нужно в горшочке. Решила, что наполню пару стаканчиков чистым мхом, а часть все-таки разбавлю торфом покупным. Дурпетом у меня есть. Сразу скажу, что я никогда не работала с этим мхом. Пальцем просто сделала углубление и вставила полулежа
черенок, потому что стоя, вот так, он никак стоять не будет. То есть вот так вот под 45 градусов. Досмотрите видео до конца, чтобы увидеть, чем это все закончится. Ну и так поговорим о том, какой результат дал сфагнум. А результата он не дал никакого. Вот у меня были поставлены на укоренение самые красивые черенки, какие я посчитала, самые такие не испорченные. И вот один выжил только из 6 штук. Вот у меня еще пустые остались, как доказательство того, что ничего не укоренилось. То есть обещанные бактерицидные свойства сфагнума преувеличены. Это раз. И стопроцентной гарантии укоренения черенка он не дает. Это два. Поехали дальше. Те черенки, которые я поставила укореняться в грунт, вернее, в торф, смешанный с сфагнумом 50 на 50, вот те намного лучше укоренились. Так как первоначально для укоренения я взяла торф со своих старых запасов, а здесь у меня уже торф профессиональный плюс вот этот сфагнум дурацкий, то процентов 60 черенков укоренилось. И теперь вот у меня подозрение, что если бы я поставила укореняться в профессиональный торф полностью, то, может быть, и больше было бы черенков, которые укоренились. Впечатлил меня вот этот череночек. Это со средней части, очень такой толстый, уже почти деревянный был черенок, совсем некрасивый. Я, значит, все-таки рискнула его поставить на укоренение. И посмотрите, как вырос малюсенький росточек. То есть там где-то внизу пошел рост, и он укоренился. Если вы помните, у меня только 3 черенка первоначально дали малюсенькие корни. Я их сразу пересадила вот отдельно, чтобы помнить, что это именно те, которые были с малюсенькими корешками. Вот такие они сейчас. Мне нравятся. Принялись. Вот мне писали в комментариях, что вот когда укореняешь в воде, то плохо принимаются потом в грунте черенки. Нет, прекрасно все укореняются. Не бывает такого, чтобы не укоренились уже в грунте. Этот уже пошел даже ветвиться. Толстенький, хорошенький. А этот вот малюсенький. И посмотрите, какой классный уже бутончик. А это черенки, которые я вместе с теми бедолагами, которые я спасала, ставила на укоренение, но только в воде. Так они у меня уже месяц стоят в воде. Вот, вынимаю, показываю корни. Я нисколько не боюсь, что они такие здоровенные. Да, это плохо, я согласна. Но они белые, здоровые, и сейчас я их просто буду пересаживать в горшочек. Заранее скажу, что я не буду ничего не обрезать в этих корнях. Я вот так вот аккуратно, как они росли в бутылочке, вот так, таким образом и присыплю. Сухим сначала торфом, а потом уже только пролью. Так сухой торф лучше заполняет вот эти вот пустоты между корнями. И уже поверьте на слово, вот любой возьмите из этих водяных, вот такого доходягу даже, вот худенького. Вот он. Есть корни. И представьте, я их поставила на укоренение и забыла про них. Сколько же я промучилась вот с теми, которые рискнула посадить в грунт. Конечно же, это был мой собственноручно приготовленный грунт. И ручаться за его какую-то бактериологическую безопасность, то я, конечно, не могла. Самонадеянно на него так положилась. И получила, конечно, негативные результаты. И даже покупая грунт, мы же не можем быть точно уверены в том, что это тот грунт, в котором пеларгония хорошо укоренится. Это такая, можно сказать, лотерея. Поэтому лучше укоренять в воде или песке. Эксперимент показал, что спасти черенки, которые начали загнивать, можно. Для этого просто нужно вовремя обнаружить проблему, то есть внимательно на первой неделе наблюдать за черенками, как они себя чувствуют, и даже дернуть 1-2, вынуть из грунта и глянуть, что там происходит. В принципе, уже по 2 таким экземплярам выдернутым можно будет поставить общую температуру по
всем черенкам. То есть если они хорошо выглядят, то и остальные, значит, плюс-минус будут в большинстве своем укореняться и дальше. Если же проблема обнаружена и уже есть небольшие подгнивания, обрезаем подгнившее до здоровой части, обязательно подсушиваем на воздухе, никаких кориц, никакой самодеятельности. Подсушиваем и ставим в воду на укоренение или же в хороший, добротный, проверенный, профессиональный, можно так сказать, торф. Хорошо бы пролить еще было бы триходермином или даже химическим каким-то обеззараживателем почвы. Этого я не делала, о чем, кстати, очень жалею. Желаю, чтобы никогда у вас не подгнивали черенки и всегда вы радовались результатам своего труда.